Когда говорят о противостоянии идеологии в кино и анимации, то обязательно вспоминают «Тетрадь смерти». По определенной причине большинство людей это аниме представляется именно таким образом. И я понимаю, откуда у такого понимания растут ноги. Весь нарратив этого произведения строится именно на битве двух умов. И обычно, когда в историях так происходит, за действиями этих умов подразумевается какая-то мощная идея. Но важнее то, что другие люди ожидают эту самую идею найти, и что самое интересное, находят ее. Только вот в «Тетради смерти» это совсем не то, что происходит. Оба персонажа кричат, что являются справедливостью. Кира заявляет, что цель оправдывает средства, и убив ненужных людей, можно сделать мир лучше. Эл же говорит, что его оппонент является преступником. И кто же окажется прав? Можно и стоит ли убивать ненужных людей для общего блага? Где же все-таки эта справедливость? Что власть делает с человеком? По мнению большинства, тетрадка пытается задавать вопросы именно в таком ключе, но я никогда не мог принять такой подход. Я смотрел это произведение около 6-7 раз, и всегда оно оставляло у меня какое-то чувство неопределенности и недосказанности в отношении своего же смысла. В чем суть этого аниме? Это совсем не преступление и наказание, не борьба идеологий, не попытка показать, что такое справедливость, и даже не демонстрация того, что из человека делает власть. Во всяком случае, мне это аниме представляется совсем другим. Эл и Лайт не имеют за собой какие-то сильные идеи. Это совсем не то, что ими движет. И в сущности, все аниме лишь демонстрирует бренность нас, как людей. И все. Но давайте по порядку. Многим из нас хочется верить и надеяться на то, что в мире существуют люди, которые могут совершить что-то, что обычному человеку не по силу. Нам хочется верить, что у этих людей есть какая-то баснословная идеология, которая их и питает. Если кто-то верит в какую-то идею, то и нам самим легче стать ее приспешниками. Именно поэтому нам так нравятся истории про сверхлюдей. И я сейчас не только про супергероев. Марвел и прочее – это лишь следствие этого желания. На протяжении тысячелетий это окутывало нашу литературу и вообще любые виды искусства. Начиная Буддой, богами древних греков, проходя через Базарова и Печорина и заканчивая Железным человеком. И я не просто так упомянул здесь персонажей русской классики. Да, они разительным образом отличаются от остальных персонажей из этого списка. Но именно они имеют больше всего схожести с Ягами Лайтом. Они — это попытка на сверхчеловека, попытка стать тем, кем обычно человек не является, но очень хочет стать, при этом имея в сущности те же данные, что и средний представитель Homo sapiens. Это то, чем является Лайт. Он обычный человек и обречен на то, чтобы быть таковым, даже имея при себе тетрадь смерти. Но давайте разберем его подробнее после кое-чего. Если вы интересуетесь аниме и увлекаетесь играми, то у меня для вас кое-что есть. Honkai Impact. В эту игру я даже сам поиграл, хотя обычно так не делаю. Мне понравилось, что она имеет аниме-стилистику, свой сюжет со вставками и боевку, которая прогрессирует со временем. Но самое интересное это то, что выходит новое обновление под Евангелион. А вот эта штука мне еще больше нравится. Добавили новые скины, а Аска станет новой Валькирией и будет бесплатно всем игрокам. Более того, создатели сделали ее уникальной со своими навыками. Авторы даже пригласили актера для озвучки в анимацию и изменили весь игровой интерфейс в стиле Ева. Это будет совершенно новая игра. Но дальше больше. Новые игроки, загрузившие игру сейчас, получат более 100 карт снабжения, если они выполнят новую миссию. Игра доступна как на телефонах, так и на ПК, так что дерзайте. Все ссылки в описании. Ягами Лайт на самом деле очень странный персонаж. К нему у меня больше всего вопросов, даже больше, чем к Ния. С самого начала он предстает перед нами несколько высокомерным старшеклассником, которому надоело то, куда катится этот мир. И когда он получает тетрадь, он, мол, преображается. Как говорил Ницше, если ты долго смотришь в бездну, бездна начинает смотреть в тебя. Как нам намекают создатели, Лайт под действием тетрадки становится монстром. И это видно, когда он теряет все воспоминания, связанные с тетрадью. Когда он отказывается от нее, то фактически становится другим человеком, который к тому же совсем не похож на Лайта из первой серии, что очень странно, и скорее всего тут прослеживается плохая сценарная работа. Но тем не менее, все это меня навело вот на какие размышления.
Вся концепция Тетради Смерти — это некая интерпретация того, что было описано в государстве Платона. Я имею в виду кольцо Гига. Если кто не знает, то это легенда, в которой обычный пастух Гиг находит кольцо, способное делать его невидимым. Да, очень похоже на кольцо из «Властелина колец». Гиг использует это, чтобы убить короля и соблазнить его жену. Главкон, брат Платона, в диалоге использует этот пример с Гигом, чтобы доказать, что любой человек, если его не будут видеть другие, будет поступать несправедливо и аморально. Очень похожая вещь происходит и в Тетради Смерти. Тетрадь выступает таким кольцом Гига, который позволяет Лайту делать то, что он хочет, находясь незамеченным. Тетрадь Смерти просто раскрывает настоящую суть любого человека. Это не из-за своих персональных черт Лайт готов убивать других. Нет. Это природа человека действовать аморально, если его никто не видит, и он не может понести наказание за свои поступки. Можно заявить, мол, Лайт использует тетрадь, чтобы сделать мир лучше. Но в своей сути он просто хочет потешить свое эго. А еще победить. Но об этом чуть позже. То есть это практически то же самое, что и делает Гиг. Он исходит из своей личной выгоды, а не из каких-то больших побуждений для изменения мира. В такой парадигме Тетрадь Смерти — это ни в коем случае не битва идеологии. Это просто повесть о нашей природе как человека. Лайт не сверхчеловек, и это подтверждается в самом конце, когда его уличили. Он совершенно не смог с этим совладать, повел себя инфантильно и умер, как крыса в подворотне. И в защиту всего этого я приведу следующее. Всю суть Тетради Смерти можно свести к одной серии, 10-й. В ней происходит игра в теннис. Казалось бы, при чем тут теннис? В этой серии, после того как Лайт и Эл впервые встречаются, они идут на корт, чтобы посоревноваться. И именно здесь происходит то, что приближает нас к тому, что действительно происходит в этом аниме. Вот мое утверждение. Все аниме — это игра в теннис. Ни больше, ни меньше. Нет речи ни о каких больших идеях, справедливости или еще чем-то. Просто теннис. И теннис в своей сути бессмысленный. В нем нет идеи. Это просто соревнование. Вся Тетрадь Смерти построена таким образом, что в ней нет правильного или неправильного. Хотя Эл гораздо более походит на того, кто прав, тут нет добра и зла. Во всяком случае, так заявляют создатели. Есть просто люди, которые просто барахтаются в том, что у них есть, и действуют в соответствии со своими инстинктами. Заметьте, что почти всегда в аниме Эл и Лайт говорят именно о победе, а не о правде или даже справедливости. Они оба не любят проигрывать, они это сами заявляли. Более того, в манге Эл самолично сказал, что ему плевать на то, что является правильным, а что нет. Он просто хочет побеждать. И в этом, как мне кажется, кроется вся суть этого произведения. Как говорил Лайт, если Кирус поймают, он зло. Если нет, то добро. Понятие справедливости субъективно. И если посмотреть рационально на то, как действует Лайт, то он просто инфантильный ребенок. Он кажется умным, но не замечает, насколько же глуп. Имея Тетрадь Смерти, можно было добиться уменьшения преступности и ненасильственными способами, или хотя бы менее насильственными. Например, можно было заявить на весь мир, что у него есть тетрадь, которая убивает людей. Да, сперва бы никто не поверил, но доказать это просто. Причем он мог бы легко остаться анонимным в эпоху интернета. После этого в мире автоматически бы стало меньше преступлений. Люди бы элементарно боялись. Если думаете, что это невозможно, то почитайте недавний ваншот продолжения Тетради Смерти. Главный герой там так и сделал. Добился своей целью с помощью Тетради Смерти, не убил ни одного человека и остался анонимным. Да и подобных примеров в нашем мире полно. Например, камеры в Южной Корее. Если люди знают, что за ними могут наблюдать, то они будут вести себя более цивильно. Или ядерная бомба. Казалось бы, она существует лишь для того, чтобы убивать. И я не знаю, что будет в будущем относительно этого, но на данный момент ядерное оружие поспособствовало уменьшению войн в мире. Появилась грань, за которую люди начали бояться переступать. Также можно было сделать и с Тетрадью Смерти. Но тогда не было бы такого аниме. Я это вообще к чему? У Лайта были альтернативы. И если верить кольцу Гига, он не стал монстром, а лишь раскрыл истинную сущность своего бытия как человека. Почему же он все это делает? Неужели у него и правда нет великой идеи? Ответ лежит в самой игре в теннис. Лайт не любит проигрывать. Тетрадь стала для него вызовом. А еще куда большим вызовом стал Эл.
Поверх всего этого, Лайт ведь нездоров психически. Он чертов социопат. Он думает, что был избран, но Рюк сам сказал ему, что тетрадь случайно оказалась именно у него. Тетрадь случайно у тебя оказалась. А ты, наверное, решил, что ты избранный? Не льсти себе. Да, Лайт в любом случае не тупой. Он явно умнее среднестатистического человека, но и при этом ему все равно присущи самые низменные человеческие пороки. Вы только посмотрите, как он радуется после смерти Эл. Он радуется именно победе, а это всего лишь инстинктивное чувство. Также всем очевидно, что Лайт не следует своим же принципам. Он убивает невиновных людей, тех, кто за ним следит, или просто ему не нравится. Ему вообще до лампочки на эту справедливость. И все, что он делает, основано лишь на животном стремлении к доминированию и его психических отклонениях. Но самое тут страшное, что и противостоящая ему сторона, Эл, Ниа и Мела, тоже лишь хотят победить. Они не имеют за собой идеи. В самом конце, когда Лайта загоняют в угол, никто не говорит о правильном и неправильном, о справедливости и несправедливости. Все говорят о победе и поражении. Все аниме как игра в теннис. Вся жизнь как игра в теннис. Ни у кого нет высших идей, ради которых они делают то, что делают. Всеми движет лишь животное стремление не оказаться проигравшим. Как сказал блогер с канала Александр, Лайт проиграл не потому, что был неправ с моральной точки зрения. Он проиграл, потому что совершил ошибку. Тут нет правых или неправых. Нет смысла спорить об этом. И тот, кто стоит над всем этим, подводит черту и доказывает все вышеперечисленное, это Рюк. В конце концов, это он сидит и смотрит на все сверху вниз. Смотрит на все эти бессмысленные толчки ничтожных существ. Для него это все ничего не значит. Он знает, что это бессмысленно, и знал с самого начала. Для него это была просто небольшая забава. Это как если взрослый человек придет в детский сад и будет играть с детишками в каких-то космонавтов. Он знает, что это не имеет смысла, но все равно забавляется. Только вот в тетради смерти детишками оказываемся все мы. Рюк ни разу не говорил ни слова про справедливость и какую-то мораль. Он просто наблюдал за игрой в теннис. То же делали и мы, ведь это то, чем является это аниме. Местами хорошо написанным детективом, местами не очень, но не демонстрирующим нам никакое противостояние идей или вроде того, а лишь открывающим нам завесу нашей истинной сущности.